Всем привет, Самиторичан! Сегодня мы будем охотиться за клубникой. Это такое японское развлечение всей семьей. Но для начала мы заедем за моей мамой и сестрой, которые тоже будут сегодня впервые охотиться за клубникой. Что это такое, я расскажу немного позже. Я думаю, покупаем эту 480 йен маленькую упаковку, сколько там грамм, наверное, 200. Да. Кушаем ее дня 3. А мы заплатили примерно где-то в районе $20 на человека за сегодняшнюю ферму. У нас будет в районе 60 минут. Придется собрать. Да, у нас будет 60 минут, за которые надо будет наесться клубники, чтобы отъесть, отработать. И мы не завтракали. Упаковка хорошей, дорогой, большой клубники в Японии стоит в районе $10. Поэтому в любом случае это дороже, чем покупать уже сорванную клубнику, но это как experience, поэтому японцы такое любят. Называется на японском ичигогари, типа охота на клубнику. Ичигогари. Поймай ее. Поймай. Мы сейчас едем в другой город, недалеко от города Фукуоки, под названием Итосима. Это как полуостров даже. И здесь очень много разных ферм клубничных. И, в принципе, Фукуока очень знаменита своей клубникой, поэтому можно наесться до отвала. И здесь такая деревня, ничего нет, только горы, дороги. Вот уже начинаются фермы, такие вот они застекленные. Клубника обычно в Японии выращивается не как мы привыкли в огороде у бабушки, а вот в таких вот фермах. Очень много. Мы приехали с большим рюкзаком. Нет, нельзя. Надо на месте есть. Наконец-то. Жалко, что сегодня дождь, но нам не важно, потому что мы будем есть не в поле, а внутри заведения. Ну что, идемте внутрь. Внутри вот такое вот место, симпатичное, новое. Мы сейчас ждем, пока нас отведут в отдельную теплицу, где мы будем объедаться клубникой. Нам зачем-то дали вот эти вот стаканчики. Не совсем понятно, для чего они нужны. Скорее всего, Изими скажет, что скорее всего для листиков, как это называется, веточки. Потому что мы будем срывать клубнику и сюда через черешки выплевывать, короче. Идемте. Вот на дереве. На дереве клубника. Ага, действительно, что красное. Так, скотчем заклеить рот можно. Можно этим отрезать клубнику с веточек. Поняли? А не рвать руками, как мы, дикари. Перчатки. Изми говорит, от выбора ножниц зависит ваш успех охоты на клубнику. Объясняю, что она только что объяснила. Здесь 3 вида клубники. Один вид вон там, посередине, и вон там еще один. У нас время примерно 40 минут. Так что начали. Время. Сугой кире. Ine. Зембу собирай. Тай. Шмели, реально. Ты уже кушаешь. Чтобы мы не доспели. Мы можем подлезть подышать. Что они закрыли? Да, тут получается, что это, наверное, для тех, кто позже придет, они огородили, чтобы мы не съели все. Мама, у меня видео. Компромат. Дегустатор? Мите. いい大きい。すごくないこのサイズ。いただきます。このくらい大きいのか言って例えるとし Она маленькая, такая сладкая. Маленькая слажа, да. Вот эта маленькая клубничка самая вкусная. Хоть и кажется, что большая клубника должна быть вкуснее. Вот эта вот маленькая, прямо как земляника на вкус. Очень сладкая. самая
самое вкусное. お家の上 Со, ичибан оиши. Стаканчики почти полные. Это потому, что я видео снимаю, мне надо кушать, а не... А вот, да, ножницы я тоже не использую, кстати. Нам можно без ножниц. Вы только в том ряду? Там только один вид, еще другие тоже есть. Попробовать можно. Я впервые в такой огромной теплице с клубникой в Японии. Очень много клубники. Час такого экспириенса ичигогари стоил нам 2900 йен. Это в районе $25. Были варианты и дешевле, где-то $20. Но эта теплица самая большая из того, что я видела здесь. Поэтому я решила в нее пойти. Надо пофоткаться. Где еще можно такие фотки сделать в клубнике? И все очень красиво так высажено. По-моему, даже не в земле растет клубника. А нет, в земле. Чуть-чуть совсем земли. Поэтому все очень чистое. Можно не волноваться насчет насекомых. Мы едим клубнику прямо с грядки, не помыв ее, но это не страшно, потому что все настолько здесь стерильное, даже пол чистый, смотрите. Как вам клубника? Как? Покажи свой стаканчик. Уже полный. А ты что не ешь? Я снимаю, но я сейчас буду есть. И у Сони почти полный, ничего себе. Я бы сочек домой купила. Она Вкусная, да? Но здесь нет такой необычной японской клубники, как бывает белая клубника такая дорогая. И есть еще очень большого размера клубника, здесь такой нет. Кустик? Кого с собой? С собой? А, точно, у нее же корни. Ну да, это же все вот эти вот они. Цветы. Вы еще пытаетесь есть или уже все? Вы уже смотрите? Боимся. Сейчас откроется второе дыхание, и мы сможем по второй. Вот и закончилось наше время. Вроде как наелись. Я даже успела поесть, снимая, пока вы там, наверное, объедались. Как вам ичигогари? Класс. Хватит еще на обед? На обед, да. На обед. Учитывая, что уже сколько, 3. Ну что, поехали теперь обедать. Да, это наше. Один стаканчик? Ну, у него еще половина его. Мы полтора. Мы по полтора. Вы по полтора каждый. Можно еще раз спросить вопрос? Еще раз для видео. Почему сезонно они сейчас вот считают? Если нашло в теплице и поливается, там, водичка подключена просто. Если честно, я тоже не знаю, почему, раз оно в теплице. Изуми. Назе ичиго no кисетсу wa fuyu? Datte dousei greenhouseの中に散歩栽培してるから。なんだっけなあ？わかんない。 Он не знает тоже. Маркетинговый. でも多分栽培する前は甘いんだよね、確か。水分が出ないから。する前はね. Он говорит, что, возможно, до того, как они выращивали в этих вот теплицах, если ты выращиваешь в холодный сезон клубнику, то она получается более сладкая. Но как бы сейчас это, наверное, реально без разницы. Но летом здесь все равно не продают. Может быть, слишком жарко в этих вот теплицах, как вариант. Летом же не было клубники здесь. でも多分クリスマスとかなんかお祝い事で使うから。 Торты с клубникой на Крисмас продают. И в Японии считается, что на Крисмас нужно есть эти вот торты с клубникой и белым кремом. Поэтому из-за того, что есть эта вот маркетинговая такая потребность клубники, поэтому зимой ее больше выращивают. Мы сейчас едем к пляжу. Погода, конечно, вообще не пляжная совершенно. К сожалению, хоть не дождь. Но надо прогуляться перед тем, как идти обедать, иначе нас не влезет после килограмма клубники, которые мы съели. Очень нравится, что здесь вот так вот вдоль моря можно на машине ехать. Так красиво. Если бы еще была хорошая погода, было бы вообще шикарно. Мы
Мы приехали на знаменитый пляж в Фукуоке, в префектуре Фукуоки, город Итошима. Это называется Хтамигаура. И эти две скалы, это типа как семейная скала, муж и жена. Это скала. Да. И священные врата, конечно же, белые, знаменитые. Кто доплывет до скалы. По-моему, каждую весну вот эти вот веревки, которые связывают скалу мужа и скалу жены, их вешают, до них плывут, до этих скал, и вешают эти веревки на них. Поэтому их меняют каждый год вроде как, если не ошибаюсь. Очень много людей, даже несмотря на то, что погода не самая пляжная, потому что место знаменитое. Пофоткаться на фоне. Что ты стоишь? Давай плыви. Извини, плыви. Чего он должен плыть? Так, ну там же мужа и жены гора. Асакано фуфуива маде. Йоганайто и фуфуджанай. Он говорит, а кто нас будет везти назад на машине, если он поплывет? На автобусе придется. Кайрибасова яда. Шантажист. Видишь, он знает, как теща отвечать. Помнишь, как на Бали он? На Бали. Прыгай, в бассейн, да, летом. Целая очередь из туристов сфоткаться вместе с вратами. Конечно, очень красиво, но что нам с погодой вообще не повезло, поэтому посмотрели на пляж и назад в машину. Мы решили проехать через горы, чтобы было немножко ближе доехать до кафе. Поэтому мы сейчас едем через горы. Ничего нет вокруг. О, миядакита. Моцуитане. Хаяйна. Вот такой местный ресторанчик у океана прямо. Океана, моря. Сане. Здесь такие вот наборчики рыбные. Раз мы в Японии, то суши, сашими, конечно же. Что, идемте? О, сугубой. Ничего себе, тут прямо аквариумы. Видели? Рыба живая. Живая рыба. И эти... Ничего себе. Рапаны. И эти лобстеры живые. Ой, это что? Мама. Что это? О боже. Смотрится очень странно. Они еще вылазят и залазят. Капец. Ой, смотрите, это же эти. Это же кальмары. Кальмары. Там что, кто-то есть? Да. Ничего себе. Может, это еще можно ловить? Смотрится очень странно. Что тебя может напоминать? Что оно напоминает? Я не знала, что они так плавают странно. Ой, как она вообще плавает классно. Даже я не хочу их есть. Но очень хочется кушать. Это, по-моему, фу. У них такой взгляд собачий. У меня губы очень накачаны. Привет. Тут нужно снимать обувь, как всегда. Да, поэтому лучше обувь, которая легко снимается. О, сугой.
мечакчай. Какой красивый пейзаж, ничего себе. Вот такое здесь меню. Это домбури, боулы, сверху разные сашими из лосося, креветок, тунец, темпюра. Очень много всего. Я заказала себе вот такой вот набор суши и сашими. Выглядит огромным. Посмотрим, какое оно в реальности. Как вам? Такой чисто японский ресторанчик. Мы сидим даже не за столом, а в столе, в полу, в столе. Вот такое вот, видите, ноги сюда вниз засовывать. Соня такой огромный набор, такие 2 креветки, огромные. На фотке, да, она меньше смотрелась, чем здесь. После клубники. Сейчас еще мои суши придут. А у Изами уже пришло, это тунец какой-то очень жирный. Это та самая слизкая картошка, которую все едят, японцы сырой. А вот и моя дощечка суши. Дощечка огромная, суши не так уж и много, как я думала. Но прикольно.